У барышни, которая называла себя российской правозащитницей, Елены Васильевой осталось 6 дней для того, чтобы исполнить судебное решение и публично перед всем людом покаяться за свою ложь в отношении меня, Анатолия Шария. Но Елена Васильева решила спрятаться, зарыться в песок. И хороший песок она нашла в Скадовске, где ее поймал Руся Кухарчук и заснял. Елена Васильева готова уже и замуж выйти для того, чтобы получить гражданство. А вообще она ждет получения статуса беженца. Я хочу увидеть того человека, который ей предоставит этот статус. Елена Васильева, 6 дней. Тик-так, тик-так, тик-так. Ну ладно, не будем. Скажите, а вы давно в Скадовске находитесь? Я? Живете здесь или заезжаете в гости? Нет, я здесь после травмы. Ну, проживаете, да? Ну, некоторое время пока добыл. Сейчас жду, когда миграционка меня позовет. Поэтому не спешу пока никуда. Наслаждаюсь городом. Миграционка какая? Украинская? Да. Чтобы дали статус. Но я жду его уже год. А не дают по каким причинам? По каким причинам отказали всем бойцам? Азова, российским. А Ильдар. Скадовск как пал ваш взор? Здесь Ну, родные, близкие или... Нет. Вообще просто в прошлом году, когда начались вот эти все мероприятия, вернее, когда началась война первая, оказалось просто, что знакомая здесь есть. Скадовск? Да, и она мне предложила сюда приехать. Угу. Знакомые? Записываешь? Да. Это у А- вас это а- служба, да? Которая Не, ну вас вы найдет, человек, который, скажем так, на слуху, причем иногда с неоднозначными комментариями, поэтому всегда да? интересно Кстати, узнать, все мои комментарии у поэтому меня в интересно ленте. узнать из первых уст, как говорится, ваши цели и Нет, у меня задачи в этом просто- городе. У меня просто была травма очень серьезная. Я лежала в больнице в клинике в этом самом в Киеве. В Киеве? Да. Ну, забедренная. Ага. Ходила на костылях 1,5 месяца. Думали, что будет все очень плохо. Но на самом деле стало получше, поэтому пока я тут с клюшкой была и это самое, вот я вспомнила, что я в прошлом году здесь отдыхала, попросилась сюда, мне уступили место, и я, так сказать, жилье, и я потихонечку, вот я сейчас восстановилась уже, вот видите, хожу без клюшки уже все. В России давно были последний раз? 1,5 года назад. А въезд сейчас в Россию чем чреват? 3 уголовных дела. Ага. По каким? Я не знаю точно все статьи, я знаю, что 212, я знаю, Это что? 283 первая часть. Это о чем? Я не знаю. Первое – это экстремизм за оппозицию по Украине. Второе – это тот самый указ Путина о неразглашении тайн. А. Мгм. Вот это сейчас вот последнее, третье, недавно мне уже А вам от миграционной украинской службы какие-то ответы приходят официальные или нет? Конечно, вот я уже туда ездила, сейчас они дали положительное заключение, но они никак не дособирают. Ага. То есть последняя встреча, которая у меня с ними была, они мне начали задавать вопрос, кто вам помогает в России, назовите имена офицеров, которые вам помогают. Ну да, это распространенное Да, предположение нет, да, в Украине. назовите, где у вас живет там сын ваш, назовите его адрес. Назовите адреса тех людей, которые вам помогали. Ну а как вы, прятаться в Москве. а как вы думаете, почему вот такой, ваш образ в Украине, он же с чем-то связан, он же не может быть на ровном месте. А Вот вы знаете, я скажу очень просто. такой недоверительный. Нет, недоверительный в первую очередь, потому что россиян. Мгм. Вот. Второе, это скорее всего вот то, что идет война. Потому что я на самом деле как приехала, грузчик, вот я занималась Мгм. я так и занимаюсь. То есть я не это самое, ни вправо, ни влево, там никуда не прыгаю. То, что мне звонят и пишут матери погибших там или вот тех, кого ищут. Вот у меня, кстати, получилось так, что за последние 1,5 месяца тихонечко так вот господин Тандит и Будик, они 6 человек из моего списка нашли, но они родителям сначала предъявили их погибшими, а они все живые. Поэтому сейчас мы вот ездили на блокпост, так мне там бойцы руки целовали просто. Ну а вот говорят, что вы там
продажей Ну, занимались? так вот, давайте, занимаетесь? а мозги Что вы? давайте включим. Не, ну я спрашиваю Нет, просто. так я и говорю, мозги давайте включим. Если я первый раз объявила о том, что найдены, ну, то, что есть люди в России, это было в ноябре месяце. Сейчас, извините. Мгм. Алло. Здравствуйте. Сейчас я вам рогаликом. Да нормально. Ой, а кто это? Извините, мы тут сейчас общаемся, у меня интервью берут, простите, попозже позвоните. Вот. Мгм. И, то есть это был ноябрь месяц, где-то конец ноября. Я 14-го, да. ноября, я не помню. Ну, Мгм. конечно, середина, конец ноября, да? Декабрь мы выясняли, кто где. Мгм. Начало января я с голландцами езжу в АТО вместе с СБУ, то есть, естественно, они мне выделили там Мгм. машину, сопровождение, все на свете. Я приезжаю, меня укладывают в клинику, потому что я вся простывшая. Выгоняют из квартиры, где я жила, и буквально через 3 дня, то есть мне находят квартиру заряженную. Где? Шарий об этом в Киеве. В Киеве. Шарий об этом сам сказал, об этом сказала Лиза Богуцкая, о том, что они поселили меня в заряженную квартиру. И они начинают записывать мои переговоры. Когда мне начали предлагать там какие-то эти коробочки и что-то там еще, у меня же переговоры пошли несколько дней. Нет. Тут неудивительно, что следят за гражданами Вот. России, Так вот, за тут понять мной, можно, за да. меня ведут, не знаю, как сейчас, 4 отдела СБУ. Ну, вы просили Они- деньги у родственников за Нет, ни разу никогда. что-то? Так ни разу и никогда. И самое Мгм. смешное, что никто и не нашел этих подтверждений, потому что Тандит сам сказал официально, кстати, потому что Васильева никогда ни у кого не брала денег. Вы Просто мы ее используем. в случае предоставления вам какого-то статуса в Украине, вы планируете в Скадовске быть, в Киеве или не знаете? Нет, в Скадовске, конечно, быть нельзя, потому что либо заниматься какой-то деятельностью, потому что сейчас Украине нужна помощь непосредственно, это точно. Нужен наш опыт, потому что тут стоит вопрос. Вы же сами видите, что происходит. Либо Украина пойдет по пути России, либо то есть, вы объединитесь с ней, либо нет. Если она объединяется с Россией, она скатывается неизвестно куда. А вы на какой статус претендуете? Беженца или гражданство, или Беженец, беженство? такой же у меня может быть. Хорошо. Замуж за вас выйдет, будет гражданство. Я уже женат, спасибо. Так, Спасибо.